Всем привет! Наладилась погода внезапно. Каждый день были дожди, а сегодня вдруг солнышко. Ветер умеренный, подходит. Летаем сегодня вот на такой чудо технике. Размеры у самолета следующие: 770 размах крыла, длина фюзеляжа 820. Называется S-Word T770. S-Word переводится как меч. Фирма эта недавно появилась на AliExpress. Я уже этой фирмы купил пару самолетов. Почему? Потому что они стоят недорого. Например, вот эта тушка пустая, я ее купил за 4000. Вот. Этот самолет, он может летать как с импеллером. Вот здесь вот откручивается отсек, мотор снимается, ставится импеллер. Вот, импеллер у меня есть, но я больше люблю все-таки летать на пропеллерах. Мотор поставил 2212, 2450 оборотов, батарея 3S3300, контроллер полетов Hobby Eagle A3 Pro. Приемник Радиомастер R88. И вроде как и все. И регулятор. Вот он там в глубине стоит, 40 ампер. Вот. На самолете никогда не летал, только его собрал. Могу сказать, что пластик такой по сравнению с какими-то известными модельками. Он такой тоненький. У меня звонок, сейчас прервусь на минутку. Продолжаем. Фирма как-то если я правильно называю, как-то Дуплеукс, она на AliExpress звучит. Она привлекательна тем, что у нее очень низкие цены. Вот, у нее есть такие очень интересные самолеты. Вот, я один такой купил, это F-18. Но если, например, F-18 купить где-то на другой фирме, в полном комплекте, да, он там будет стоить порядка 25 тысяч и дальше. Вот, а вот эта фирма Duplex, она продает его там за 5. Но он не такой укомплектованный, как на известных фирмах. То есть продается только тушка, и без шасси, и вообще без всего, без лючков. Вот, но просто самолет сам по себе красивый. И я сейчас говорю в частности о F-18. И поэтому, если там не хватает лючков и шасси, ничего страшного. Но шасси, вот смотрите, какие фирмы. Вот в F-18 там убирающийся шасси. Я потом покажу, когда будет еще видео. F-18 вам покажу. Сейчас он у меня в сборке находится. То есть там есть ниши специальные вот здесь, куда шасси убираются. А здесь просто вот вклеиваются вот такие вклеиваются штуковины. Вот, единственное, вот что хорошо, передняя стойка управляемая. Вот. Этот самолет я вот только собрал, чтобы нашим детям его тоже показать. Никогда на нем не летал. Сейчас попробуем его запустить. Вот тут, если полностью вам показать устройство, вот так выглядит. Батарея 3300, центр тяжести где-то находится примерно в 6 сантиметрах от этой кромки, примерно 6 сантиметров сюда, где-то вот
Вот я держу, похоже. Вот, поставил контроллер полетов с функцией стабилизации, приемник R88. Ну, это я вам уже рассказал. Вот. Давайте сделаем попытку взлета. Я, конечно, не сильно опытный пилот. Вот, но как любому человеку, мне тоже интересно все новое. Вот. Ну, надеюсь, что с первого раза полетит как надо. Я рано закрыл. Значит, активируем батарейку. Закрываем. Проверяем управление. Ощущение, что вверх маловато. Ну ладно, для первого раза проверяем режим стабилизации. Работает в нужную сторону. И проверяем запуск двигателя. Запускается. Ну, на взлет. С шасси взлетать не буду, потому как много травы. Ручной взлет. Ну, отойдем куда-нибудь на травку. Так, что не нравится. Что не нравится? Что вам не нравится? Это что значит? А, я понял. Я установил сюда пищалку. И когда значит, элеронами не работаешь, он думает, что он улетел. Придется перезапускать. А иначе так и будет пищать. Сейчас пищалка поисковая. Сейчас перезапустим. Телеметрия потеряна. Телеметрия восстановлена. Ага. Есть. Так. Все у нас. Плоскости работают, рули работают. Все работает, мотор работает. Так, все. Клеймер минимум. Так. Ну что ж, полетели. Чуть не уронил. Да, очень чувствительный стабилизатор. Да, он любит скорость, я вижу. Даже рулей не хватает. Так, на сегодня, значит, хватит. Надо на переналадку его. О как! Во как! Ну, я надеюсь, что я его не разбил. То есть чуть меньше скорость, и все, и сразу сваливание происходит. И не хватает рулей
Это я почувствовал. Так что надо немножко его поднастроить. Но я сегодня уже не буду. Вот, в принципе, я как бы оценил, что требуется. И в следующем полете, то есть поправлю, и в следующем полете уже поглядим. На этом все. До свидания, до новых встреч.